Всем привет, друзья! С вами Реальный Басист, и сегодня у нас на обзоре MIDI-контроллер Novation Launch Control XL. Это очень удобный контроллер для управления вашей DAW. Сегодня мы будем показывать ее интеграцию с Ableton. И плюс ко всему вы можете играть при помощи этого контроллера лайвы. Что касается самого контроллера, здесь у нас целых 3 ряда по 8 энкодеров, 8 фейдеров и 2 ряда по 8 кнопок. Сразу скажу, по ощущениям все сделано очень качественно, энкодеры довольно-таки тугие, и что очень важно, у энкодеров есть такое центральное положение, где немножечко вот ручка останавливается, и поэтому если вам нужно, например, какой-то параметр вывести в ноль, вам не надо искать это положение, кнопка, то есть крутилка встает сама на центр. Что касается фейдеров, они тоже ощущаются довольно-таки, такие тугие. И единственное, могу сразу сказать, что вот здесь, как в Ableton, у нас нулевая позиция, она не до упора, а вот не доезжая до середины, как вот показано здесь на циферблате. И если мы делаем до упора, фейдер двигаем, то у нас, соответственно, плюс 6 дБ. Если вы играете лайв и случайно двинете выше нуля, то, может, как говорится, выстрелить по громкости какой-то из каналов. Поэтому, просто надо иметь это в голове, держать все время и быть аккуратным. Что касается кнопок, эти кнопки служат для переключения различных функций в Ableton. И, естественно, они не velocity чувствительные, на них нельзя играть. Хотя можно в некоторых режимах замапить, например, на драм-машину и какой-то фингер-драминг тоже здесь делать. А теперь давайте посмотрим, как этот контроллер интегрируется с Ableton. Итак, начнем рассказ с 2 рядов кнопок. Собственно, вот этот верхний ряд кнопок у нас, как мы видим, выбирает различные наши дорожки, то есть фокус-трек. А нижний ряд кнопок у нас меняет свою функцию в зависимости от назначения. Вот сейчас у нас выбрана функция Mute, и поэтому, соответственно, вот как мы видим, у нас при помощи этих кнопок мы можем мьютить дорожки. Если мы выбираем функцию соло, то, соответственно, мы можем солировать дорожки. Если мы выбираем функцию Record Arm, то мы можем назначать эти дорожки на запись. Причем как в единственном варианте, так и одновременно сразу несколько дорожек. Далее, что касается вот этих фейдеров, вот, собственно, мы видим, у нас громкость меняется. Я надеюсь, что на экране тоже видно. И хочу сказать по поводу и фейдеров, и энкодеров, то, что они, немножко не сразу подцепляются. То есть, вот если у вас, например, у моего крайнего трека достаточно низкая громкость, и вот мне надо пройти через то положение, на котором эта громкость установлена, и тогда как бы он подцепляется и уже начинает двигаться вместе с, непосредственно с моим фейдером. То есть та громкость, которая у меня назначена здесь на дорожке была изначально. Вот. Дальше у нас вот этот вот нижний ряд энкодеров — это панорама. Вот здесь все очень наглядно и очень легко заметно. И здесь у нас вот эти 2 ряда энкодеров, они у нас отвечают за посылы. Смотрите, крайний трек я отправляю на сенды. То есть посылы — это те эффекты, которые у меня здесь назначены. Например, ревер, дилей, какие-то еще эффекты. И если у нас больше 2 посылов, то мы можем вот этими стрелочками как бы листать уровни. Вот сейчас у меня вот этот вот нижний посыл. И, собственно, если я стрелочку перелистываю, то я могу управлять 2 другими посылами. Вот. Итак, со стрелочками вот этими мы разобрались. У нас они перелистывают ряды посылов, если у нас больше 2. Что касается вот этих стрелочек, здесь мы листаем наши дорожки. То есть у нас
всего лишь 8 кнопок. Если более 8 дорожек в проекте, соответственно, мы вот можем перелистывать между этими дорожками. Дальше у нас есть кнопка Device, которая у нас отвечает за выбор непосредственно девайса самого, который у нас на той или иной дорожке повешен. То есть под девайсом я имею в виду плагин. И вот мы нажимаем кнопку Device, и стрелочками мы можем перелистывать тоже эти девайсы и выбирать и мапить на каждый девайс, собственно, различные параметры, и также ими управлять, крутить и делать все, что нам нужно. Ну и последнее — это выбор различных пресетов. У нас здесь есть две кнопки. Это Factory и User. То есть вот Factory — это заводские пресеты. Они у нас, собственно, идут, как бы, когда вы достаете девайс из коробки, он автоматически уже на Ableton и на другие DAW замаплен. Ну, предпочтительно здесь работа с Ableton. Но если вы выбираете вот юзерский пресет, выбираете здесь один из 8 пресетов, нажимаете вот MIDI маппинг в Ableton и, собственно, мапите тот или иной параметр, который вам нужен. Вот. И после этого все это дело сохраняете, выходите из режима MIDI маппинга, и у вас вот в вашем юзерском первом пресете, собственно, все управление у вас сохранилось, и вы можете замапить абсолютно любой фейдер, любую ручку на абсолютно любой параметр, будь то управление синтезатором, будь то управление, я не знаю, каким-то эффектом, эквалайзером, компрессором, все что угодно. И таких у нас пресетов целых 8, то есть вы можете замапить 8 различных проектов, 8 различных синтезаторов, 8 различных плагинов и так далее. Это в дополнении к, собственно, к 8 заводским пресетам. И, собственно, вы можете переключать между ними прямо на лету и управлять теми или иными девайсами, плагинами и так далее прямо во время лайва. Ну и чтобы продемонстрировать еще пару вариантов использования именно вот различных пресетов, глобальных пресетов режимов работы, вот смотрите, я выбрал дорожку, вот выбираю дорожку, нажимаю Device, выбираю, собственно, вот мой девайс, а именно эффект Rec, и вот при помощи теперь вот этих энкодеров я могу крутить заранее замапленные здесь макросы. То есть это различные параметры, которые я вот настроил для своего эффект-река. Это можно сделать как на мастере, так и на любой из дорожек, что, по-моему, очень удобно, опять-таки, для лайв-перформанса. И вот я выбираю барабанную дорожку, теперь включаю заводской пресет номер 2, и я при помощи вот этих вот кнопок могу, по сути, заниматься теперь фингер-драммингом. У меня здесь установлен барабанный такой плагин. Виртуальная драм-машина, на которой я могу играть. Как я сказал, Velocity здесь нет, но полноценно что-то набить, записать вполне реально. Друзья, вот такой вот, на самом деле, несложный, но очень функциональный MIDI-контроллер, который призван использоваться в комплекте с другим контроллером от Novation. Контроллер называется Launchpad. У них есть, по-моему, в нескольких даже вариантах. На них мы уже делали обзор на нашем канале. Очень удобно. Очень по ощущениям такие правильные фейдеры и энкодеры, управлять параметрами. И что мне больше всего понравилось, это, конечно, вот наличие юзерского режима. Как я продемонстрировал, вы можете замапить вообще любой параметр, любую функцию на вот этот вот контроллер и им управлять. И, по-моему, это супер удобно, потому что, во-первых, вы можете работать не только с Ableton, но и с любой DAW, которая поддерживает MIDI-маппинг, а они сейчас все это поддерживают. Ну и, во-вторых, вы можете кастомизировать под себя. Если, например, изначальная заводская прошивка вам по каким-то причинам неудобна, вы можете все перемапить и под себя перенастроить. Плюс ко всему, в комплекте также у них идет такой простенький небольшой софт, где вы можете, уже подключив к компьютеру, огонечки, вот разные цвета этих энкодеров перенастроить, как вам нравится. То есть, скажем так, color coding тоже очень важен, визуальная отдача.
для многих тоже очень важна. Ну и плюс вы можете прописать конкретно различные CC-команды, опять-таки, как вам нужно. CC — это Control Change команда, которая в мире MIDI у нас используется. Вы можете через это приложение прописать на каждый энкодер, опять-таки, кастомизированно под ваши нужды вот эти CC-команды, если вам это необходимо. Друзья, на этом все. Ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений и до скорых встреч. Увидимся. Очень. У тебя какая громкость там на компе? Максимум? Ну нет, но я ничего не... Погромче, пожалуйста.